Всем привет! В этом видео я покажу, как связать такую салфетку-дорожку. Связана она из мотивов, которые соединены между собой. Всего здесь 15 мотивов, 3 по короткой стороне и 5 по длинной. Размеры салфетки, дорожки. Длина 53 на 31. Я вязала из пряжи Ирис. Это кировская пряжа, комбинат имени Кирова. Номер белый 0101. Это была пасма, которую я перемотала в такие мотки. И в пасме было 300 граммов. На 300 граммов 1800 метров. Можно вязать из ириса такой же ирис, который в маленьких по 25 граммов продается. Расход на всю дорожку получился около 50 граммов. То есть получается, что 2 моточка хватает по 25 граммов на такую довольно большую дорожку. Крючок я использовала 1,5 миллиметра. Также понадобится игла для того, чтобы заправить кончики, и какие-то вот такие иглы для блокировки углов. Мотивы вяжутся и соединяются довольно просто. Здесь всего 6 рядов в каждом мотиве. Схема выглядит вот так. В конце видео я оставлю фото схемы и также оставлю фото ВКонтакте. Кто не может увидеть это ВКонтакте, зайти в КОНТАКТ, то вы можете в конце видео фото сделать скриншот и пользоваться этой схемой. Или напишите мне в любую соцсеть и напишите, куда вам отправить схему, я вам отправлю. Схема довольно простая, как я сказала, всего 6 рядов. Как вязать такой мотив, как его соединять, я сейчас все покажу. Я вязала все так, как в схеме, кроме последнего ряда. В последнем ряду в схеме между столбиками без накида по 3 воздушные петли я вязала по 2. Мне показалось, это слишком большие арки получались. Если вам понравится по 3, то вяжите по 3. Все остальное вязала также. Начинаем вязание с цепочки из 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вводим крючок в первую петлю и протягиваем нить через 2 петли на крючке. Образовалось кольцо, в которое мы будем вязать первый ряд. Первый ряд состоит из 8 столбиков с одним накидом, между ними 3 воздушные петли. Первый столбик заменяют 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжем еще 3 воздушные петли, которые между столбиками. И дальше столбики вяжем в центр вот этого кольца. И одновременно прокладываем нить. Та, которая образовалась от начала вязания. Так, 1 накид на крючок, вводим крючок в центр кольца, подхватывая эту нить, хвостик, вытягиваем нить, протягиваем через 2 нити сначала и еще раз через 2. Столбик с одним накидом связали. У нас получилось 2 столбика с одним накидом, между ними 3 воздушные петли. И продолжаем. 3 воздушные петли в центр, 3 столбик с одним накидом, 3 воздушные петли в центр кольца, 4 столбик, 3 воздушные петли, 5 столбик,
3 воздушные, 6 столбик, 3 воздушные, 7 столбик с накидом, 3 воздушные и последний 8 столбик. После него также 3 воздушные петли и вводим крючок в 3-ю воздушную петлю воздушной цепочки, которую мы делали для замены 1-го столбика. Вводим крючок, вытягиваем нить и протягиваем через петлю на крючке. Что у нас получилось? Вот так. В кольцо 8 столбиков, между ними 3 воздушные петли. Вяжем второй ряд. Во втором ряду нужно провязать в каждую получившуюся арку из воздушных петель по 4 столбика с 2 накидами. И между ними также 3 воздушные петли. Для этого нам нужно перейти в центр арки, вводим крючок в центр арки, вытягиваем нить, протягиваем через предыдущую. Соединительный столбик провязан. Теперь мы находимся в центре этой арки, и сюда нужно связать 4 столбика с 2 накидами. Первый столбик заменяют 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И дальше вяжем 2 накида на крючок, вводим крючок в эту же арку, вытягиваем нить и протягиваем сначала через 2 нити, затем еще раз через 2 нити и еще раз через 2 нити. Вот у нас уже 2 столбика с 2 накидами, и продолжаем вязать. 3 столбик, сюда же 4 столбик. Три воздушные петли. Переходим в следующую арку. Также провязываем 4 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Итак, вяжем в каждую арку. Их также должно получиться таких групп 8. Между ними по 3 воздушные петли. После последней группы провязываем также 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и присоединяемся к началу вязания, к 4 воздушной петле подъема. Вводим крючок, вытягиваем нить и протягиваем через предыдущую петлю. Все. Для того, чтобы перейти на 3-й ряд, нам нужно перейти соединительными столбиками в первую по ходу вязания арку. Вводим в каждый столбик предыдущего ряда крючок и соединительными столбиками вот так проходим по всем столбикам в первую воздушную петлю арки и во вторую. Мы оказались в центре арки. В эту арку нужно связать галочку. Галочка будет состоять из 2 столбиков с 2 накидами, между ними 5 воздушных петель. Первый столбик с 2 накидами заменяет 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И так, смотрим на схему, я уже забыла. Не 5, а 7 воздушных петель. Вяжем еще 7 воздушных петель. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. И вяжем в эту же арку в центр столбик с 2 накидами. Вот такая галочка получается. Дальше 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку вводим крючок и провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую арку вяжем такую же галочку. Но уже начинаем сразу вязать со столбика. Столбик с 2 накидами в центр арки. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И столбик с 2 накидами в эту же арку. Вот получается галочка, затем 5 воздушных, столбик без накида, 5 воздушных, галочка. Теперь повторяем еще раз. 5 воздушных, 5. В следующую арку столбик без накида. 5 воздушных. В следующую арку галочка. Столбик с 2 накидами. 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. И столбик с 2 накидами в эту же арку. Снова 5 воздушных петель. В следующую арку столбик без накида. 5 воздушных. Галочка. Столбик с 2 накидами. 7 воздушных петель. И столбик с 2 накидами в эту же арку. Так. Пять воздушных. Столбик без накида в следующую арочку. 5 воздушных. И присоединяемся к началу ряда, к 4 воздушной петле подъема, которая заменяла столбик с 2 накидами. Сейчас уже обозначились углы. Там, где вязали галочки, это углы. Там, где по 5 воздушных петель и столбик без накида, это боковые стороны квадрата. Приступаем к вязанию 4 ряда. В 4 ряду в каждой галочке провязываем в центр галочки по 12 столбиков с 2 накидами. 4 угла, в каждом углу у нас будет по 12 столбиков с 2 накидами. Переходим в центр галочки соединительной петлей и провязываем 12 столбиков. Первый столбик заменяет 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это первый столбик с 2 накидами. И продолжаем вязать. Второй столбик. Три столбика. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. На боковой стороне между углами провязываем такие же цепочки со столбиком без накида, но не 5, а 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь над столбиком без накида предыдущего ряда провязываем также столбик без накида. И еще раз 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше пришли ко второму углу, это вторая галочка. В нее также провязываем столбики с двумя накидами в количестве 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот второй угол. И также боковая сторона. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Над столбиком без накида столбик без накида и 6 воздушных. 4, 5, 6. В следующий угол провязываем также столбики с двумя накидами, 12 штук. Я довяжу сейчас до конца. Получится 4 угла. Значит, в углы вяжем столбики с двумя накидами 12 штук, 6 воздушных, над столбиком без накида столбик без накида, 6 воздушных. Я провязала 4 угла, осталась последняя, 4-я боковая сторона. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Над столбиком без накида столбик без накида, 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Присоединяемся к началу ряда в 4-ю воздушную петлю начальной цепочки. Что получилось? Следующий 5-й ряд. В углах будем провязывать над 12 столбиками с двумя накидами 13 столбиков с двумя накидами и между ними по одной воздушной петле. Провязываем следующим образом. Над первым столбиком сразу начинаем вязание.
Также первый столбик заменяет 4 воздушные. И продолжаем вязать еще одну воздушную, делаем между столбиками, которая. И дальше вяжем над каждым столбиком по одному столбику с 2 накидами. Второй столбик, воздушная петля. Над следующим третий столбик, воздушная петля. Над следующим четвертый столбик с 2 накидами, воздушная петля. Пятый, воздушная. Шестой, воздушная петля. Седьмой, воздушная петля. Восьмой, воздушная петля. Девятый, воздушная петля. Десятый, воздушная петля. 11, воздушная петля. Над 12 столбиком 12 столбик, воздушная петля. И 13 столбик в этот же столбик, откуда вязали 12. Все столбики с 2 накидами. Вот мы связали 13 столбиков с 2 накидами, между ними 1 воздушная петля. Это первый угол. Боковая сторона продолжаем вязать также. Здесь уже 5 воздушных петель, столбик без накида, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Над столбиком без накида столбик без накида, 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И свяжем второй угол аналогично. Над каждым столбиком столбик с 2 накидами, между ними воздушная петля. Я довяжу этот ряд самостоятельно. Значит, в каждый угол 13 столбиков с 2 накидами, между ними воздушная. Боковая часть 5 воздушных, столбик без накида, 5 воздушных. Я провязала 4 угла. Вяжу последнюю боковую сторону. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Над столбиком без накида столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся к началу вязания ряда, к 4 воздушной петле подъема. Осталось связать последний 6-й ряд. Сейчас в первом мотиве этот 6-й ряд провязываем полностью, весь ряд. Когда соединяем мотивы, то вяжем 5 рядов, а в 6-м происходит одновременное присоединение мотивов друг к другу. Итак, 6-й ряд. Переходим в центр первой арки, который из одной воздушной петли между столбиками с 2 накидами. Я сразу в нее ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Дальше в каждую арку буду провязывать по столбику без накида, между ними 2 воздушные. 1, 2. И провязываю в каждую арку столбик без накида. 2 воздушные. В следующую столбик без накида. 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные, в следующую арочку столбик без накида,
2 воздушные, столбик без накида. У нас получилось 12 арок, поэтому будет здесь 12 столбиков без накида. А вообще их должно быть 13. 13 мы провяжем при завершении ряда. Две воздушные, последнюю арочку, столбик без накида. Дальше в угловой, по боковой, вернее, стороне, боковая сторона, также провязываем 5 воздушных петель над столбиком без накида, столбик без накида, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Переходим на вязание второго угла. В начале угла вводим крючок в первую воздушную петлю перед столбиком. Вот она. Вот так. И вяжем столбик без накида. Вот этот и есть 13 столбик. И продолжаем вязать также в каждую арку из следующие 12 арок по столбику без накида, между ними 2 воздушные петли. Вот 1, 2 столбика, 3, 2 воздушные, 4, 2 воздушные, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше боковая сторона, также 5 воздушных петель над столбиком без накида, столбик без накида, 5 воздушных. И также перед началом вязания угла в воздушную петлю провязываем столбик без накида и продолжаем вязать такие же арки из 2 воздушных, и в каждую арку предыдущего ряда столбик без накида. Я провяжу до последнего угла. Так, после последнего 4-го угла боковая сторона 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 над столбиком без накида. Так, подобие нити нужно захватывать. Столбик без накида, 5 воздушных. И вот наше начало ряда. Я начала вязать сразу с этого столбика, и у нас получилось 12 столбиков и 11 арок. Нам надо 13 столбиков и 12 арок. Поэтому также ввожу крючок в воздушную петлю перед первым столбиком, провязываю столбик без накида, 2 воздушные петли и соединительный столбик к первому столбику без накида, с которого я начинала этот 6-й ряд. Вывожу нить, протягиваю через петлю, соединительный столбик. Теперь и здесь 13 столбиков без накида и 12 арок из 2 воздушных петель. И так в каждом углу. Это все 6 рядов. После этого нить обрезаем, вытягиваем и получившиеся кончики
прячем с помощью иглы. Можно, конечно, это делать и крючком, но мне удобнее это делать иглой. Начало вязания. Вот где мы вязали столбики с одним накидом, я прокладываю нить через эти столбики внутрь. Несколько захватила, протянула нить и подтянула. Полностью сильно затягивать не нужно. Вот так оставляем небольшое отверстие. И теперь вот у меня откуда идет нить, я возвращаюсь, так, оставляя пару нитей, и еще раз прохожу через несколько столбиков. Так закрепляется. Можно еще раз. Также назад возвращаюсь на пару ниточек и еще раз через несколько столбиков. Можно еще вернуться назад, также пропустить нить и сделать вот так. Все, это уже точно никогда не распустится. Обрезаем. Теперь последнюю конец наше вязание также закрепляем. Я закрепляю так. Вот у меня откуда вышла нить, и вот первый столбик без накида. Я в центр этого столбика по лицевой стороне ввожу иглу, вывожу ее на изнаночную сторону. Так. Вот. Вывела на изнаночную сторону и уже на изнаночной стороне закрепляю, прохожу так, вот так по столбику, и иду вот сюда. Вот здесь удобнее закреплять нить. Дальше также по столбику, затягивать не нужно, чтобы не стянуть вязание. И прячу нить вот здесь. Так же точно, как по центру я показывала. Несколько нитей захватила, протянула нить. И теперь возвращаюсь назад. Вот откуда идет нить, назад немножко. И опять вперед. Еще раз. За нитью отступаю пару ниток. И опять вперед. Этого будет достаточно. Все, первый мотив готов. Остальные мотивы нужно вязать по 5 рядов и в 6-м присоединяться. Присоединение будет к внешним сторонам вот этих углов по бокам, к 4 аркам. Вот у нас боковая сторона, и начинаются вот эти арки. 1, 2, 3, 4. Вот к ним присоединение. И с этой стороны 1, 2, 3, 4. Дальше вяжутся арки по узору 6-го ряда. И опять присоединение. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дальше опять 6-й ряд так и вяжется до 4 арок. И так далее. 4 присоединяем. Потом, естественно, вяжем боковые стороны. Их не присоединяем. И 4 арки с этой стороны и так далее. Я связала еще один мотив 5 рядов. И в 6-м сейчас покажу, как присоединять.
Значит, вот я закончила 6-й ряд и провязываю, вернее, 5-й ряд закончила, начинаю 6-й ряд с 1-й арки и провязываю 1-й столбик, 2 воздушные петли, 2-й столбик, 2 воздушные петли, 3-й столбик, 2 воздушные петли, 4-й, 2 воздушные петли, 5-й, 2 воздушные петли, 6-й, 2 воздушные, 7-й, 2 воздушные и 8-й. Все, 8-й провязала, осталось 4 арки. 1, 2, 3, 4. Вот эти внешние арки, к ним уже буду присоединять. Вяжу 2 воздушные, вынимаю крючок и любую сторону. Также отмечаем 1, 2, 3, 4, 4-ю арку, вводим в нее в центр этой 4-й арки. Так, вот отсюда давайте посмотрим. Вот 1, 2, 3, 4. Вот в центр по лицевой стороне вводим. Вот эту петлю подхватываем и протягиваем. И продолжаем вязать. Дальше по узору 6-го ряда столбик без накида в следующую арку. Снова 2 воздушные. Вводим крючок. В следующую арку. Эту воздушную петлю протягиваем сюда, закрепили. И так происходит присоединение этих арок. Дальше в следующую арку провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, в следующую арку вводим крючок. Очень плохо мне видно через камеру, уж извините. Так, вытягиваем эту цепочку, продолжаем вязать 3-й столбик без накида, 2 воздушные петли и 4-я арка. Протягиваем через нее эту цепочку и последняя арка, столбик без накида, 4-я. Все, вот мы присоединили 4 арки. Дальше провязываем боковую сторону, так же как вязали в 6-м ряду. 5 воздушных, столбик без накида, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше переходим сюда к следующему углу, так же как в 6-м ряду вязали. 1-й столбик без накида в воздушную петлю возле столбика и начинаем присоединять арки. 2 воздушные, и дальше нам нужно присоединиться вот к этим аркам. Здесь начиная с 1-й арки. Вот она. Вводим крючок в нее, протягиваем эту цепочку и продолжаем вязать. Вот сюда, в следующую арку, провязываем 1 столбик, 2 воздушные, переходим в следующую арку, вытягиваем эту цепочку, идем в следующую арку, 2, 2 воздушные, дальше 3-я арка, протягиваем эту цепочку, следующий столбик без накида,
2 воздушные и 4-я арка. Протягиваем эту цепочку и продолжаем вязать по схеме 6-го ряда. Один мотив мы присоединили. Когда их несколько, точно так же провязываем до последних 4 арок и присоединяем к следующему мотиву. 4 здесь, 4 здесь. Дальше провязываем до последних 4 и присоединяем 4 здесь. В общем, по 4 внешние арки от боковых сторон. А здесь, вот если первый вы мотив присоединили, все, он присоединен. Дальше просто весь этот ряд довязываете по схеме 6-го ряда, так как вязали. Я уже не буду провязывать этот весь ряд, я думаю, это понятно. 6-й ряд я уже показала, как вязать. Провязываете до конца и присоединяетесь в начале ряда. Давайте посмотрим, как это выглядит на большом полотне. Вот они присоединения. Допустим, вот вы начали с первого мотива, присоединили к 4 аркам второй мотив. Дальше ряд довязали. Следующий мотив присоединяем к 4. Первый ряд так провязали. Затем переходим на следующий ряд. Также присоединили к 4. И следующий мотив уже присоединяем и к боковой, и к верхней, и к боковой, и к верхней. По 4 внешние арки. Здесь никаких внутренних мотивов нет, поэтому здесь присоединение очень простое. После того, как я все связала, я заблокировала углы вот такими обычными булавками. Расположила дорожку на полотенце, в несколько слоев сложила, чтобы было поудобнее, и, потянув вот так за углы, прикалывала к полотенцу каждый угол. Их нужно просто немножко вытянуть. Так, смотрите, просто зрительно. Здесь нет, что в 3-ю, в 4-ю, в 5-ю. Здесь будет видно, как сделать уголки. Вот так, по углам. Начинала я с угла, и затем верхнюю часть, затем боковую, нижнюю и правую. Растягивая, ориентируйтесь на то, чтобы ровно были вот эти квадраты ложились, большие. Все я растянула, приколола и сбрызнула водой, чтобы это все зафиксировалось. После этого, когда подсохло все, я еще сверху немножко отпарила. Затем уже убрала булавки, и оно все зафиксировалось. При желании можно накрахмалить, но она и так довольно хорошо держится. Вот такая дорожка у меня получилась. На этом у меня все. Вяжите с удовольствием, вяжите для себя, вяжите на подарки. Буду рада увидеть фото ваших работ. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео.